Паулина с воинственным криком влетает в комнату, хватает синий костюм и просто кидает его через прогиб на диван. Я в этот момент охуела. Она, конечно, была одной из самых высоких девочек, да и выше него тоже, но чтобы так кидануть. Привет, я Мила. Сегодня у нас Хэллоуин, так что время для поздравительно-тематического ролика. Надевайте свои колпаки, маски, берите метлы, тыквенный сок и присаживайтесь слушать историю, как в 8 классе умерла моя любовь в ночь на Хэллоуин. Girls go wild. Для начала немного или много контекста. Мы в 8-9 классе стали чем-то вроде подопытных кроликов. До 7 все было стандартно, классы А, Б и так далее, а с 8 нас стали делить на профильные: экономический, экологический и гуманитарный. Типа мы в 7 классе должны были уже знать, кем хотим стать, и выбирать направление по экзаменам и предрасположенностям. И в 12 лет, а мне в 7 было 12, как-то не слишком одупляешь, кем вообще хочешь быть. В то время я вообще рылась с подругой в снегу, представляя, что мы яйца динозавров раскапываем, и на великах с ней же ездила искать, где радуга начинается. Как думаете, такой человек способен профессию выбрать? Скорее всего, вся эта идея была рассчитана на родителей, но мои никогда ничего мне не навязывали, максимум советы, рекомендации, так что всю хуйню в своей жизни я вершила сама. И тогда я подумала, я люблю своих котов, значит, я стану ветеринаром. Так что решила, экологический класс – моя тема. Кто же знал, что там будут рассказывать не про котов, а про популяции кроликов, ареалы обитания и кучу схем с ДНК животных и как создавать их новые виды. А еще куча часов химии, экологии и биологии. И ни слова про моих котов. И вот это был первый наш год, мы только все познакомились, дружились и чувствовали себя необычайно взрослыми. 13 лет — это вам не хухры-мухры. How long have you been 17? A while. И как-то так странно вышло, что в экологическом классе оказались довольно экологичные дети. Эти 2 года потом у нас многие вспоминали как лучшие годы учебы. Вроде мы были детьми, но относились друг к другу как-то по-взрослому, что ли. Парни из себя строили таких мелких джентльменчиков. В общем, вот. И вот сквозная наша тема ролика. Парень из параллельного, который мне нравился, тоже оказался в этом классе. Буду в дальнейшем звать его «Синий костюм». Позже расскажу причину. Я не знала, радоваться мне или плакать, потому что, одно дело видеть его на переменах в столовке, а совсем другое в одном классе. А вдруг он идиотом окажется? Не знаю. Вообще, он был на тот момент не идиотом. Про другой момент, когда-то в другой раз, там я была уже на 1 курсе. Не помню почему, но нас посадили за одну парту на биологии. Может, умных сажали к неумным? Я не помню. Он не слишком хорошо учился и болтал вечно с другом, кажется. В итоге я на него никак не повлияла, а вот он меня постоянно отвлекал своими шутками и дурацкими рассказами. В общем, мы постоянно ржали к ужасу биологички. Был у нас даже очень такой дикий момент, когда он в моих глазах просто к небесам улетел. Мы катались от смеха по парте над какими-то портретами ученых в учебнике, и я в этом экстазе нарисовала одному из них какую-то хрень на лице, и мы стали ржать еще больше. И тут сбоку раздается голос. Here's Johnny. Кто это сделал? Она у нас была просто, не знаю, Снейп в юбке. И палец такой, тык в портрет. Если бы я была кошкой, то тогда в мир иной отошло бы жизней 8, не меньше. Я просто замерла тогда, она еще раз повторила. В классе тишина, все пялятся на нас, я пялюсь в парту и не понимаю, как вообще докатилась до жизни такой, и что подобного позора просто не переживу. Меня никогда не ругали преподаватели, максимум замечания за болтовню. И тут я просто оказалась в навозной яме. И под мои прощания с хорошей репутацией я слышу, как «Синий костюм» говорит, что это он нарисовал. Я в ахуе, поворачиваю к нему голову, а он такой: вы же не думали, что она могла такое сделать? И Снейп в приступе ярости хватает его за загривок, вышвыривает в коридор и кидает в него рюкзак. Она была у нас немного улетевшей и некоторых парней прям очень ненавидела.
Вообще непонятно за что, они не были отморозками, просто дети дурачились иногда. Она, кстати, к 11 классу подобрела, может, таблетки пить начала, хрен знает. И вот я осталась такая растерянная, с чувством вины и не знаю, что делать. Потом я спрашивала у него, зачем он это сделал, и он ответил, что она типа его и так ненавидит, и одним проступком больше, одним меньше ему роли не сыграет. В общем, я об этом рассказала всему классу, так что он стал еще и уважаемым там. После этого у нас парни всю хуйню себе приписывали. Однажды даже спорили, кто какую-то дичь вытворил, хотя никого из них даже в классе не было. Тоже вроде у этой белой гички, что ли. Но она, кажется, тогда решила, что это бунт и никого не выгнала. А теперь вернемся в прошлое того же года. История с портретом была уже ближе к концу года, и я уже относилась к этому парню просто по-дружески тогда. А сейчас рассказываю про ту хэллоуиновскую пати, где моя симпатия к нему пропала. Вообще, она длилась не слишком долго, конец 7-го до Хэллоуина 8-го. Так вот, новые одноклассницы, со мной в том числе, выросшие на сериалах и фильмах, где с размахом празднуют Хэллоуин, решили организовать свою вечеринку. Сначала хотели чего-то прям эпического и глобального, но мамки не разрешили. В итоге решили просто затусить у одной девочки, буду называть ее, не знаю, пусть будет Паулина. Не знаю, почему Паулина, просто почему-то первым на ум пришло. Так вот, мы решили праздновать у Паулины, потому что в Хэллоуин у нее дома не было родителей. Собирались организовать стол, украшения, а ночью пойти гулять толпой. Ну, а что, родителей-то дома нет? Оставалось отпроситься с ночевкой к ней. Некоторые сомневались, что их отпустят, но не я. У меня в школе училась двоюродная сестра, на год старше, и мы часто ночевали друг у друга, и в моем тогдашнем понимании это было, в принципе, одно и то же. И вот в день Икс я подхожу к маме и рассказываю про нашу вечеринку, приготовление и прочее. И мама такая: да, конечно, иди. Я даже охренела, что все так просто. Оказалось, не все. Она сначала не поняла и решила, что я в 9 вернусь домой, а не свалю в это время. Разумеется, она меня не пустила в хату без взрослых. Тут вы могли бы спросить: а нахрена ты, тупица, сказала, что там родителей не будет? Ну, знаете, моя мама наверняка бы захотела им позвонить, договориться, уточнить, так что скрытность точно не сыграла бы мне на руку. И я настолько была нескрытная, что предупредила маму, когда в первый раз попробовала алкоголь. Говорила, во сколько лет планирую первый секс. Ой. С алкоголем срослось, секс нет, вампир Листат так и не появился в мои 17, Человек-паук тоже, Микеланджело, наверное, крыса не отпустила, а смертные, как-то недостаточно меня интересовали. Список из разряда «Мои вкусы весьма специфичны». Так вот, я, растерянная отказом мамы, не знала, что придумать. Мне вообще редко отказывали, почти никогда, так что я не знала, как себя вести в таких случаях. Я побежала звонить девочкам и хныкать. И Паулина такая: дай мне поговорить с твоей мамой, какое у нее имя, отчество. Я называю, даю телефон, мама говорит с ней какое-то время, потом прощается и выключает звонок. Я стою в непонятках, смотрю на маму, она на меня, и через некоторое время выдает, что девочки за мной придут, и мне нужно звонить каждые 2 часа, пока я не лягу спать. И вот, 9 часов, у меня под домом толпа одноклассниц. Оказалось, что не только меня не отпускали, и эту схему со встречей и звонками придумала другая мама, и Паулина просто рассказала это. А моя мама, конечно же, согласилась с планом другого взрослого. Шла эта Паулина, кстати, в минутах 10 всего от меня пешком. Приходим, в общем, к ней домой, начинаем готовить ужин, вырезать из тыквы рожи страшные, украшать дом. У нас уже насобирался целый пакет тыквенных семечек, которые некуда было выбросить. Мусор был заполнен, так что мы его оставили просто на столе. Кто-то еще сказал, что кто утром последний встанет, тому и пакет с семечками подкинут. И вот мы подходим к самому главному событию вечера. Для меня. Итак, ужин. Начинают всплывать вопросы: кто кому нравится, нормальный ли у нас класс, кого ожидали в нем увидеть, кто не прошел отбор и прочую фигню. И когда вопрос был про кто нравится, то одна из моих подруг, поддавшись общей атмосфере, сболтнула что-то вроде: ты, наверное, рада, что он с нами в классе оказался.
И, разумеется, меня тут же начали душить вопросами. В итоге я призналась, и наша Паулина как завершит, что она может его позвать, потому что они друзья с пиздюкой. Типа жили рядом, вместе росли, и она прям загорелась идеей устроить чужие отношения. Я отказывалась, но она уже бежала к телефону и после радостно провозгласила, что он придет. И когда она его пошла встречать, то спросила, хочу ли я узнать, нравлюсь ему или нет. Естественно, мне было любопытно, кому бы не было, Но еще я не была уверена, хочу ли знать ответ. Мы знакомы были буквально там пару месяцев. Я просто вообще не слишком замечала в 7 классе, что он вообще знал о моем существовании. Мы даже взглядами ни разу не пересекались. А теперь тайна синего костюма. Он мне понравился чисто из-за спортивного костюма, в котором на физру приходил. Ой, вот так. Прикольный был у него костюм, глубокий такой синий, и текстура была похожа на тонкую замшу. И выглядел таким еще очень мягким на ощупь, костюм в смысле. Вот я и пялилась на него по тем переменам, когда он в физре переодевался. В смысле, на костюм пялилась, а не когда он переодевался. Я понимаю, что это сложно назвать, мальчик понравился, но вот такие у меня были симпатии в школе. Возможно, мне стоило ей сказать, чтобы она просто спросила у него, не знаю, название магазина. В общем, Паулина приняла решение, что я хочу знать. Она вышла его встретить, а я в этот момент поняла, что не хочу знать ничего. Казалось, решается моя судьба. Останусь ли я свободной, но страшной, или меня объявят красивой, но с грузом ответственности. Почему страшной или красивой? Объясняю. В 13 лет я думала, что дело не в типаже, а именно в страшное или красивое. Такой прикол. Признался мне в любви в 5 классе мальчик, которого я считала некрасивым. И что вы думаете? Я была горда, что понравилась кому-то? Не. Я рыдала дальше, чем видела, потому что думала, что некрасивым нравятся только некрасивые. Возвращаемся в 13 лет. Через какое-то время заходит Паулина и синий костюм. Паулина с порога говорит, что нам надо с ней поговорить. Я со стыда сгораю прямо на пороге, а она даже не подумала проявить хоть немного такта. В этом плане ее не стоит осуждать, она всегда была бестактная, но было все равно неловко и мне, и синему костюму, который такой бедолажный стоял, там, опустив голову на порожке. А Паулина с размаху, как в пиздюль, ему по спине, что у него тапки послетали, и пригласила таким образом в квартиру. А меня потащила в другую комнату. Оказалось, что я ему не нравлюсь. Но он считает меня хорошей. Я, конечно, рада, что я хорошая девочка, но не от всего сердца гандон. В 17 лет я свой гештальт с этим засранцем закрыла, но об этом в другой раз, если будет подходящая тема. А в тот раз я, разумеется, расстроилась и не могла понять, почему. Паулина потом пересказала, что он ответил. Он считал меня просто маленькой. Вы прикиньте, каков наглец. Мы одногодки вообще-то были. Ну или может он на год старше. Но выяснилось, что дело было не в возрасте, а что я выгляжу маленькой. Бля, так-то обидно было. Я правда была маленькой. И сиськи только в 15 начали расти. Так что в 13 мне было еще 3 года нормальных сисек дать. Вот такой он крысеныш оказался. Не захотел с нуля со мной подниматься. Сейчас, конечно, это все очень смешно. Особенно зная, как потом он ныл моей подруге, что я динамщица. Но маленькой девочке было обидно и грустно. Хоть она и понимала, что он ничего плохого не сказал и не сделал. Спасибо, кстати, за это, пожалуй. Вообще, никогда от него насмешек или говна в свой адрес не слышала. Ну и история из будущего, что была в начале, это, собственно, подтверждает. В итоге мы с ним неплохо общались и даже сидели на биологии за одной партой. На этом можно было бы закончить, но нет. Хэллоуиновский вечер закончился не этим. После того, как мне объявили, что я маленькая, мы пошли с Паулиной в общую комнату. Синий костюм там уже болтал с другими девочками. Приготовьтесь, настал момент угасания любви к синему костюму. Паулина с воинственным криком Hello, Sydney. влетает в комнату, хватает синий костюм и просто кидает его через прогиб на диван. Я в этот момент охуела.
Она, конечно, была одной из самых высоких девочек, да и выше него тоже, но чтобы так кидануть, мы все там притихли. А она, помимо того, что устроила ему незабываемый полет, так еще и села сверху и руки над головой зажала. Он под ней, как несчастная сопля, трепыхался и как-то слабо попискивал, прося ее слезть. А она, будто амазонка, требовала, чтобы он просил пощады или что-то в этом роде, и ржал. И глядя на то, как он не может выбраться из-под нее, не говоря уже про тот бросок, все мои чувства пропали так же внезапно, как появились в 7 классе к его костюму. Казалось, будто это мой выбор вот так вот через прогиб на диван швырнули. Хотелось это развидеть. Хотелось отмотать время назад, чтобы он, никогда не узнал, что вообще нравился мне. Вечер наш закончился тем, что синий костюм был изгнан из девичьего царства. Вообще не знаю, зачем позвали только несчастного. Задали неудобные вопросы, унизили, выгнали. Просто бедный парень. Мы же вместо ночной прогулки объелись и раскинулись по гостиной, как тюлени, и смотрели ужасы в темноте. Было страшно, громко и весело. Соседям, наверное, тоже, но к нам никто не стучал. Мы собирались вообще всю ночь не спать, но я уснула уже в 12. А утром я проснулась последней. И в школе в своем рюкзаке я обнаружила пакет с семечками. Ой, это так выбесило, что я швырнула этот пакет на преподавательский стол. Я, в принципе, не люблю пранки, розыгрыши и прочую муть. И никогда вообще не делаю вид, что мне весело из вежливости. Так что я один раз спросила, кто-то положил, услышала молчание и сдавленный хихик. И все. После этого пакет уже летел на стол учителя, была перемена, так что препода не было. Но зато сразу нашлась девочка, которая это сделала, сказав, что мы договорились, кто последний, того и семки. Разумеется, мне было срать на все эти договоренности. Если что-то произнесено вслух, еще не значит мое автоматическое согласие. Эта девочка перепугалась и начала говорить что-то по типу «Скоро препод придет, нам влетит, если она увидит это». Я ответила, что скажу ей, что нашла их у себя, и пусть она сама разбирается, кто это сделал. Либо эта девочка может забирать семечки и решать, что с ними делать. И, похоже, поняв, что я говорю на полном серьезе, она их забрала и спрятала в какой-то горшок с огромным кустом роз. И потом у нас по школе еще ходили легенды, откуда взялись тыквенные семечки в горшке с розами. А она мне еще потом многие годы припоминала, какая я стерва. Не в злом ключе. Мы очень хорошо общались, я ей даже как-то сочинение написала, когда она ко мне с ночевкой пришла. Она это сочинение вспоминала даже после школы, потому что это было ее единственное сочинение, за которое она получила почти максимум. Почему почти? Она переписала с одной ошибкой. Боже, я ее чуть не укатала в асфальт за это. Но она каялась и была прощена. И вот на такой ноте наш вечер был завершен. С семечками в цветке и пустым сердечком, как хэллоуиновская тыква. Конец. Еще раз с Хэллоуином. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось. И не забывайте отдыхать и хорошо питаться. И пусть злые духи и демоны не узнают вас за вашими масками. Папа.